Султан Селим I стал девятым правителем Османской империи. Еще когда он был только шахзаде, Селим пытался свергнуть своего отца с престола и занять место султана. Дело в том, что у Селима было еще двое братьев – шахзаде Кургут и шахзаде Ахмед. Султан Баязид стал отдавать предпочтение Ахмеду как возможному кандидату на трон. Это ставило под угрозу жизнь Селима, поскольку в Османской империи действовал страшный закон Фатиха. То есть, если бы Ахмед зашел на престол, то жизнь Селима оказалась бы под угрозой. И именно это и сподвигло юного шахзаде восстать против отца. Но бунт не удался, и Селиму пришлось бежать в Крым, где его не могла настигнуть справедливая кара султана. Как считают многие, именно там Селим встретил свою будущую жену Айше Хафсу. Она была дочерью крымского хана и красотой превосходила многих. Селим влюбился в нее и сделал своей женой. Но вернуться в Стамбул он не смел. Султан Баязид мог приказать казнить его, поэтому Селиму ничего другого не оставалось, как ждать, и он дождался. Его отец побоялся, что другой его сын Ахмед тоже покусится на его жизнь и запретил тому появляться в Стамбуле. И еще спустя какое-то время Баязид добровольно отрекся от престола в пользу Селима. Такого раньше не было и было продиктовано необходимостью сохранить целостность империи для будущих поколений. Вот так Селим в 47 лет стал следующим правителем, и первым указом он приказал казнить всех своих родственников по мужской линии. Его отец также скончался всего через месяц после восшествия на престол нового султана. Некоторые подозревают, что в его смерти также виновен Селим. На момент взошествия нового султана на престол его сыну Сулейману исполнилось 7 лет, и поэтому он в сопровождении матери Айше Хафсы отправился в Санжак постигать науку управления государством. А султан в это время продолжал развлекаться со своим гаремом. Конечно, у него были дети от других наложниц. Айше Хафсе такое положение дел не слишком нравилось, но сделать она ничего не могла. Она писала страстные письма своему любимому мужу, говоря, как скучает по нему и надеется вскоре вновь его увидеть. Но Селим даже не удосужился отвечать на ее послания, считая любовную переписку бесполезной тратой времени. Для него были предпочтительны войны, а не любовь. Когда начинались съемки «Великолепного века», Айше Хаса предстала перед всеми как сильная властная женщина, имеющая жестокий характер. Но что могло послужить тому причиной? Хотя в дальнейшем мать Сулеймана и обрела власть и авторитет, все же в начале судьба ее была непроста. Как любящая и покорная жена, она обожала своего мужа, но когда тот стал султаном, все его время стали занимать войны и походы против врагов империи, а на семью времени не оставалось. Кроме Сулеймана, у Селима были еще сыновья других наложниц, но всего через 2 года после восшествия на престол султан приказал казнить их по обвинению в государственной измене. Повезло лишь Сулейману, потому как его Санжак находился слишком далеко от Стамбула, чтобы он мог принимать участие в заговоре, и еще одному сыну, который родился от неизвестной наложницы, выданной замуж за чиновника. Так Сулейман стал единственным наследником своего отца. Айше Хафса постоянно писала письма мужу, рассказывая об успехах их сына, каждый раз особо подчеркивая, как Сулейман любит и уважает своего родителя. Но с возрастом Селим становился все более подозрительным. Вместо того, чтобы гордиться достижениями своего сына, он, наоборот, всячески его подозревал. Ведь юный шахзаде пользовался огромным уважением среди войска и янычар. Поэтому однажды в Санжак, где проживал Сулейман, вместе с матерью доставили богатые дары от султана. Там были меха, драгоценности, ковры и утварь. А для сына султан специально прислал богато расшитый кафтан. Но мать Сулеймана такая щедрость показалась подозрительной. Что ни говори, а султан уже избавился от всех своих других сыновей. Поэтому Айше Хафса запретила сыну прикасаться к подарку, а приказала слуге одеть кафтан. И она оказалась права. Одежда была отравлена, и слуга умер. Таким образом, Хафса поняла, что Селим – жестокий и бездушный человек и недостоин ее любви. Теперь вся ее нежность и верность принадлежала одному лишь Сулейману. Когда же Селим скончался в возрасте 54 лет, Айше Хафса вздохнула с облегчением. Больше жизни ее любимого сына ничего не угрожало.
У Сулеймана не было соперников в борьбе за престол, так что он стал 10-м султаном Османской империи, и его мать получила титул Валиде Султан. Этот титул давал ей неограниченные полномочия и власть. В первые годы правления своего сына Айше Хафса всеми силами поддерживала начинания Сулеймана, давая ценные советы. Гарем султана находился под ее непосредственным руководством, и не было случая, чтобы наложницы или фаворитки вели себя неподобающе. Валиде сама отбирала достойных, по ее мнению, кандидаток, поэтому в сирале повелителя царил мир и покой. Сулейман полностью и во всем полагался на мать, ведь надежнее союзника у него не было. Да, судьба у этой женщины оказалась непростая. Выйдя замуж по любви, Айше Хафса так и не познала супружеского счастья. Как и любая молодая женщина, она питала надежды на взаимные чувства и уважение со стороны супруга, тем более, что Селим сам предложил стать ей первой женой, когда впервые увидел. Но реальность оказалась жестокой. Селим не испытывал таких сильных чувств к своей жене. Главным для него были победы и новые завоевания, а личная жизнь отошла на второй план. И лишь ум, проницательность и способность подстраиваться под обстоятельства позволили Айше Хафсе выжить в такой непростой ситуации и сохранить жизнь своему сыну. Однако это стало причиной того, что характер ее ожесточился, и Валиде на всю оставшуюся жизнь осталась холодной, властной и циничной женщиной. Друзья, вы знаете, что сейчас очень тяжелое время для всех. Но сложнее всегда было детям, не простым детям, а особенным, тем, которые остались одни со своей бедой. У них не у всех есть родители, которые могли бы помочь, но чужих детей не бывает. Мы просим всех вас помочь таким деткам и подарить им надежду на жизнь. Каждое даяние благо, будь то 20 или 30 рублей. Для вас это незначительная сумма, а для детей – надежда. В этом благотворительном деле нам помогает благотворительный фонд «Международный орден милосердия», который опекает особенных детей. Всю информацию и ссылки на донат вы найдете в описании к этому видео и в закрепленном комментарии. Там вы сможете увидеть отчеты, куда уходят все средства. Спасибо вам за ваше добро.